Что-то всегда происходит, когда Чингук и Тэхён оказываются в одной комнате, что-то, что нельзя объяснить простыми словами. Тонкое напряжение, где-то между флиртом и смехом, где-то между спонтанностью и чем-то гораздо более глубоким, чем просто дружба на сцене. Им не нужно прикасаться друг к другу или много говорить, всего один взгляд, одна легкая улыбка или одно дразнящее предложение от Чингука могут превратить атмосферу в мир намеков, понятных только им двоим. И среди всех забавных, случайных и даже, казалось бы, тривиальных моментов, которые они разделили, всегда прослеживается одна закономерность: Чингук сознательно, или притворяется, что не делает, провоцирует Тэхёна, в то время как Тэхён изо всех сил пытается удержать контроль. Но, как всегда, Чингук знает, как раздвигать границы, делая каждый маленький инцидент похожим на тайную игру, понятную только им двоим. Это история о том, как Чингук, смеясь и подшучивая, превращает каждое свое движение и слово в тонкую провокацию, и как Тэхён, несмотря на все усилия сдержаться, всегда поддается очарованию и игривости, которым не может противиться. В неожиданных ситуациях Чингук часто делает то, что на первый взгляд кажется нормальным, но на самом деле имеет скрытые намерения, маленькие провокации, которые он намеренно проделывает, когда Тэхён рядом. Такие моменты всегда оставляют много вопросов и больших сюрпризов, и каждое его подразнивание показывает, насколько искусно Чингук играет свою роль самым провокационным образом. Однажды Тэхёну дали задание подбросить мячик для пинг-понга 50 раз, не уронив его на землю. Он был настолько уверен в успехе, что не отвлекался ни на что из того, что говорили окружающие. Но Чингуку не пришлось особо стараться, чтобы сбить его с толку. Он просто спросил поддразнивающим тоном: «Ты уже ел?» Тэхён собирался ответить, но тут мяч упал на землю, вызов провалился. Он поддался на поддразнивание Чингука, и Чингук был явно очень доволен результатом. Реакция Тэхёна, когда он попытался ответить на вопрос Чингука, показала, что он хотел сохранить спокойствие, но в конечном итоге поддался собственным инстинктам. Шокированное выражение на его лице заставило Намджуна игриво упрекнуть его за то, что он позволил Чингуку взять над собой верх. Намджун раздраженно поддразнил, что у Тэхёна всегда были слабости по отношению к Чингуку. И хотя Чингук намеренно заставил его проиграть, Тэхён все равно похвалил его, сказав, что он отлично справился, хотя они даже не были в одной команде. Это показывало, как Тэхён был готов проиграть, только чтобы увидеть, как Чингук доволен результатом своей провокации. Это напомнило мне концерт, когда Чингук опоздал и сразу же присоединился к остальным участникам на сцене. Внезапно Тэхён перестал обращать внимание на остальных, злобно посмотрел на Чингука, подбежал к нему и повалил на пол. После этого он сделал странный прием, который почему-то никто не счел даже отдаленно нормальным. Он сделал это перед тысячами людей, и Чингук не возражал и не чувствовал себя неловко. Он просто позволил Тэхёну делать все, что тот хотел. Хотя на этот раз инициатором был не Чингук, я все равно упоминаю об этом, потому что Чингуку явно не потребовалось многого, чтобы вызвать реакцию, которую Тэхён не смог сдержать. Когда Тэхён однажды сказал, что взгляд Чингука был пронзительным, после того, как он увидел лицо Чингука на видеомагнитофоне крупным планом, прежде чем Чингук успел ответить, Тэхён уже сглотнул, это было видно даже на камеру. Но когда Чингук ответил ему подразниванием: «Только мои глаза», больше ничего, Чингук сам рассмеялся, полностью осознавая, что сказал. Тэхён выглядел так, будто хотел что-то сказать, но совершенно не мог подобрать слов. Он лишь усмехнулся, растерянно моргнул, а затем сделал вид, что не слышит того, что услышал на самом деле. Позже, когда Чингук сказал, что позвонит Тэхёну, и упомянул, что на следующий день будет кататься на мотоцикле по совершенно незнакомому городу, Чингук не стал торопиться, а ответил лишь коротко и продолжил свои дела за кулисами. Однако, когда он уже собирался повесить трубку, а Тэхён снова спросил его, действительно ли он может безопасно ездить на мотоцикле, Чингук поддразнил его уморительным образом и затем повесил трубку, не ответив. Он громко рассмеялся, наслаждаясь своей шуткой, искренне забавляясь тем, как он заставил Тэхёна волноваться. Что заставило меня поверить в преднамеренную провокацию, так это то, что Чингук затем намекнул, что Тэхён отправил личное сообщение,
которое пришлось отцензурировать производственной команде, потому что оно было слишком грубым. Чингук и Чимин не могли не рассмеяться над сообщением, но Чингук сказал, что Тэхён был милым. Вскоре после этого Чингук отправил еще одно личное сообщение, написав, что Тэхён лучший и что он так сильно его любит снова и снова, как будто чтобы убедиться, что Тэхён знает, что все подразнивания действуют на него. И на фан-встрече Map of the Soul, Persona, когда Чингук соблазнительно позировал, а Тэхён пытался сохранять спокойствие, чтобы не потерять контроль, было совершенно ясно, что Чингук точно знал, что делает. Он даже взглянул по сторонам, чтобы увидеть реакцию Тэхёна, а затем рассмеялся над собственными намерениями. Тэхён выглядел обеспокоенным и нервным из-за провокации, но Чингук, несмотря ни на что, продолжил. Когда он снова принял подозрительную позу, Тэхён наконец сломался и сжал кулаки по бокам, сдерживая себя от того, чтобы прикоснуться к Чингуку перед всеми. Он выдавил улыбку, но было ясно, что он на грани потери контроля. Все эти моменты показывали, как Чингук любил дразнить Тэхёна, неважно, с невинными намерениями или нет. В любом случае, было забавно видеть, как он точно знал, что делает, а потом делал вид, что не замечает. Вот почему динамика между ними всегда была самой захватывающей, полной смеха, напряжения и неуловимой близости. И в конце концов, из каждого их смеха, из каждой маленькой шутки между фразами, из каждого взгляда, который задержался слишком долго, чтобы быть случайным, стало ясно одно: отношения между Чингуком и Тэхёном были чем-то большим, чем просто динамикой двух товарищей по группе. В них было что-то гораздо более живое. Чингук мог выглядеть так, будто просто дурачился, словно ничего не имел в виду. Но каждый шаг, каждая маленькая провокация всегда были направлены всегда к Тэхёну. И Тэхён, несмотря на все попытки сохранять спокойствие, был единственным, кто по-настоящему реагировал на него, будь то застенчивая улыбка, нервный смех или взгляд, который невозможно было скрыть. Возможно, в этом и заключалась прелесть их отношений, в балансе между поддразниванием и успокоением, между дрожью и пониманием. Потому что, не нуждаясь в словах, они уже говорили друг с другом на языке, понятном только им. И каждый раз, когда Чингук снова довольно улыбался, успешно оттолкнув Тэхёна, мир словно знал, между ними было что-то, что невозможно объяснить, но и объяснять не требовалось. Потому что в каждой маленькой провокации скрывался самый искренний способ Чингука проявить свою привязанность, а Тэхёна – самый честный способ ответить на нее.